Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Я понимаю, что моя рожа уже вам, наверное, успела поднадоесть. Чего-то я зачастил немножечко с контентом. Ну, сегодня есть повод. То есть, во-первых, мы сейчас с вами закончим события, пооткрываем все искорочки, ну и прочее. И, во-вторых, проведем подготовку к следующему событию. Там у нас будут, соответственно, Кернун, Айравата и Мердин, ну, кролик. Вот. Это то, что будет, соответственно, 14.04. Так, поехали. Заканчиваем тогда событие. Получаем мы 7800. И идем открывать бонусные, соответственно, сундучки. Пошли, 4 у меня есть. Открываем первый, там будет герой, самый слабый, конечно же. Ну, все стандартно, ничего не меняется. Надеюсь, на руны все-таки. Короче, минималки будут, я уже понял. А, нет, смотрите-ка, 14 тысяч все-таки дал. Ну, давай еще 16 хотя бы. Нет, 335. Очень мало дал рун. Очень мало. Так, ну и завершаем. Попыточка у меня есть. В бой. Я поздравляю тебя, лорд-хранитель. Это путешествие по заколкам сознания было непростым. Это мягко сказано. Однако тебе тоже стоит кое-что усвоить. С лордом-хранителем шутки плохи. Ну вот и поболтали. Все, заканчиваем. С одной стороны, переосмыслить некоторые вещи было полезно. Но для нашей следующей встречи выбери развлечение повеселее. Как пожелаешь, лорд-хранитель. И счастливого Хэллоуина. Но вот эту фразу можно было поменять, учитывая, чтобы и поменяли название события. Так, забираем 550, забираем это. И проходим события. Все. Получаем свои 7 свиточков, медальку. У меня ее не было, насколько я помню. И 1000 Грэмори. Забираем особый пропуск, остатки. Там еще рунок нам чуть-чуть дадут. Ну, 2500 кролика. 750. Ну, 30 тысяч рун у нас есть. Пойдемте, соответственно, вместо силы. Активируем, наверное, давайте все 30. Ну, 10 тысяч еще дал. 200. Ну, самую минималку дает. Дает самую минималку. Рун, ой, точнее этих, я не увидел. Изумрудов. Ничего не увидел. Ну, вроде как еще мистический должен быть один у нас. Ну, 9000 рун, еще 2 сундучка. Нормально. Как раз вроде должно хватить и на следующий нам. Ну, опять же, минималки. Минималки дает вообще, даже не париться. А, надо затыщенку открыть. Как раз. Ну, дал бы 300 изумрудов бы лучше. Вот серьезно. Да, вот он. Открываем последний сундук, соответственно. Или не последний. Нет, еще 10 тысяч он нам дает. Еще 10 тысяч нам дает. Может, изумрудики все-таки? Нет, мелочевка. Самая мелочевка вообще. Ну, вообще, одни минималки реально. Ни вот отсюда, ни даже отсюда ничего не было. Ну, это минимум меморум. Что мы там по рейтингу? 4 место у нас даже всего лишь по рейтингу. 135 тысяч. Ниже среднего, я бы даже сказал. 351 есть. Ну, там еще тыщенку я, может, там 1,5 наберу. Не более того. И как бы на этом все. Ну, однако события мы прошли. Что у нас там по медалькам? Я проходил по ходу Грэмори или нет? Я вот не помню, была. По-моему, у меня не было этой медали. По-моему, нет, я в прошлый раз точно не прошел Грэмори. Новая медалька, да, вот. За Грэмори. Ну, пускай пока посверкает. Пускай пока посверкает. Так, золотую шахту надо забрать. Вот, ну,
собственно говоря, поздравляю сам себя. Прикольно. Так, здесь пока ничего не трогаю. Здесь пока и изюма вообще не дал, скотина. Я думал, хотя бы там, ну, тыщенку еще подкинет, до этого 1000 вот дал, единственное что. Так, ну и переходим, собственно говоря, к героям. Переходим мы к героям. Ну, по синьке буквально просто пробежаться. Запрошу даже его. Крадет атаку у случайного врага. То есть это стакается, бафается там туда-сюда. Соответственно, он у меня на 16-м пробужден, на 21-м ждет пробуждения. Карточки есть, но я его даже пробуждать не буду. Перегоню его, скорее всего, просто в этого друида, а потом в этого друида. И все, соответственно. Ну и по духовным связям здесь, соответственно, у нас Ананта, Лапен и Афродита, Ангелия и Йорик, Мистер Дьявол и Принц, и Дискордия. Лесной отшельник. Союзник наложил немоту, получает атаку, исцеляет союзника в ближнего боя. Ну, опять же, на как прокачаете. Он у меня также пробужден на 16-м, на 21-м не будил, тоже потихоньку копится, я его перегонял уже в кролика. Ну и духовные связи, соответственно, его это Принц Нот, Друид, Маев, Селкит и... Блин, опять забыл. Джакси. Энлиль и Друид. Ну и Маев. Я на них даже задерживаться на синих эпиках не буду. Это не имеет никакого смысла, ребят. Клон. Призван союзник. Исцеляет. Исцеляется на определенную величину и имеет сопротивление 25. Вот это меняется. Сопротивление у нас... Блин, вот тоже неудобно. Почему не посмотреть-то? Нет, сопротивление не изменится. Сопротивление как было, так и останется. 25%. Духовная связь, соответственно, его. Это Энлиль, Кролик и Друид. Снейк и Фрост. Ланселот и Мердин. И Друид. Потому что Айравата был, я так понимаю, что в этом событии, наверное, тоже будет главным героем. Был у нас в свое время кролик пасхальный этот. Ивент был как раз к Пасхе. Ну, не знаю, кого они сделают. Сделают они кролика, либо Айравату. В прошлом году Айравата был старшим в своем событии. Не знаю, посмотрим. Так, Хранитель Рощи. Призывает тотем позади себя. В конце хода дает шипы союзникам вокруг себя. На 16-м даже еще не будил его. Пускай копится. Ну и по духовным связям Афродита, Мелия и Минотавр. Анак и Мертвый Лорд. Ананта и Лапен. И Афродита. Покровитель лесов. Атакован союзник ближнего боя в линии, наносит урон атаковавшему врагу. При смерти накладывает немоту на врагов в линии, кроме природы. Ну, еще куда ни шло, в принципе, вот башня яма, опять же. Ну, они все башни ямы, все редкие эпики, в принципе, это башни и яма. Так, он у меня пробужден на 16-м. Можно его гнать на 21-й. Будет у него увеличиваться, соответственно, урон в линии. Больше тут и увеличиваться-то нечему. Ну и по его духовным связям этот топор, Кернон и Маев. Мистер Лоскут и марионетка это... Не помню, как ее зовут. Лотрикс, мадам Лотрикс. Энлиль и, соответственно, Друид и Маев. Ну и Грозный Исполин, сопротивление 25. Также, я так понимаю, оно не меняется. Да, оно не меняется. И атакован соседний союзник, включая себя, исцеляет его и ее на определенное там количество здоровья. Я его прокачал, в принципе, вот чисто ради здоровья, чтобы он у меня, если выпадает там в той же самой башне яме, плюс это неплохой эпик для этого события. Как оно там, Анимус называется, по-моему, да? Анимус вроде. Вот. Ну и по духовным связям это Дискордия, Кролик, соответственно, и Друид. Мадам Агония и Конг. Энлиль и Кролик и Друид. Ну и переходим, самое интересное, конечно же, это легендарки. Переходим к легендаркам.
Крадет атаку у всех врагов, это прямо при выходе. То есть вот он вышел и украл атаку. В конце хода призывает Минива Накаури на свободную клетку в ряду. В конце хода получает здоровье за каждого союзника природы. Ну, по поводу Минива Накаури, вот у нас есть Ванакаури. То есть атакован наносит вражескому генералу там урон. Союзный генерал исцелен, дает атаку союзникам, и при смерти союзника исцеляет союзников. Так, по пробуждениям он у меня на 16-м пробужден, можно гнать на 21-й потихонечку. Ну и духовные связи это госпожа Ба. Блин. Забыл, как пироманта зовут. Ёлки-палки. О, позорище, блин. Реально вообще из головы вылетело, как его зовут. Стрик, конечно же. Ну, лошара, ничего не поделаешь. Не помню. Так, Стрик и Иштмала. Апеп, Ванакаури, Афродита Эмелия и Минотаур. Вот почему здесь нельзя просто нажать и посмотреть героя? Ну, тоже как-то вот коряво все сделано в этом плане. Так, Мардин Каэр. При атаке призывает кролика. Тоже бафается кролик, соответственно, в ряд. Союзный кролик убит, накладывает немоту на убившего врага. Это только когда сам Мардин на столе стоит. То есть, если Мардина нет, кролика убили, немоту враг не получит. В конце хода дает плюс 34, но в моем случае союзникам ближнего боя за каждого союзного кролика. Это также бафается все. И прочее, и прочее. Да, на 16-м пробужден, надо на 21-м будить. По духовным связям у него, соответственно, Юрий, Тартулус и Кунфуций, Шаамуна и Крыса, Дискордия и Друид, и Маев. Ну и Айравата, Ярость Небес. Прокачан он у меня, в принципе, 21-м надо его будить. Увеличится у него сопротивление. То есть, если сейчас 50, то будет, соответственно, 75. А это очень хорошая прибавка в его случае. Ну, пока что у меня получается сопротивление 50 на 3 хода. Раньше, помните, в самом начале он получал постоянное сопротивление. Потом все-таки сделали они на 3 хода. Но это жесть, конечно, постоянно. С ним это вообще было жестко бороться. Он там, учитывая, что при пробуждениях он хилит очень хорошо, то есть это было тяжко. Так, союзный генерал атакован, исцеляет его и ее, ну, на определенное количество здоровья, и атакован соседний союзник, включая себя, исцеляет соседних союзников. И невосприимчивость к немоте, что тоже очень здорово. Но превращение на него работает. То есть невосприимчивость невосприимчивостью, но невосприимчивость у него указана только к немоте. Так, ну по пробуждениям показал. И духовные связи его это Легион, Чупакабрас и Доминус. Уже Доминуса забыл. Тритон. И вообще, ребят, просто вот все герои из головы сейчас повылетали. И Йормун-сан, Йормун-Грант, Дискордия и Мардин, ну и Друид. Тяжело всех помнить, учитывая, что я половину из них даже уже 100 лет не играл. Это, конечно, трэш. Так, ну и давайте любую пачку возьмем и поставим этих героев вместо кого-нибудь. Давайте вот вместо крысы поставим. Здесь можно, в принципе, вместо Фрост поставить. Ну и Айравату там вместо кого-нибудь еще. Там вон, давайте вместо деда Айравату воткнем. И пойдем сыграем партийку. Питомца даже не поставил, да и фиг с ним. Угу. Вот так вот сразу. Вот так вот сразу. Видите, вот он легко пробил моего. Мне теперь получается даже ставить-то нечего. Да, здесь я проседаю очень хорошо, конечно. Здесь я проседаю очень хорошо.
Еще и по полной программе вот так вот, да? Еще и вот так вот по полной программе. Ну вот, соответственно, он там урон получил, какой должен был. Так. Ну, кстати, подморозили-то неплохо. Ай, тварь. Ай. Нехороший человек, нехороший. Кролика не дал показать. Сейчас еще, значит, сыграем. Всех героев покажу, в принципе. Если они, конечно, будут выпадать. Можно и так. Ну, в принципе, вот, опять же. Вот она сейчас убьет кролика, хлоп, получила немоту. То есть любое воздействие на кролика при присутствующем, собственно говоря, так. Ну здесь-то мы пробиваем. Вот кролик опять же упал. Ну, это плохо, это плохо. Опять же, вот кролик вышел. Здесь ему тяжко, конечно, придется. Здесь ему придется тяжко. Даже можно вот сюда вот аэровату поставить. Вот он хилит всех вокруг, соответственно. И себя хилит, и всех вокруг хилит. Ну вот можно Кернуна еще выставить. Атаку он не украдет. Вот в этот ряд он ставит. Вот у нас весь ряд был забит, соответственно, мы кролика не поставили. Ну, и Кернун выпускает этого, свой тотем. Ну и давайте третью уже контрольную сыграем. Пета я так, конечно же, не поставил. Это мое любимое занятие, забывать ставить пета. Сейчас бы Айравату, блин. Я бы показал просто, что на него тоже действует эта ерунда. Ну вот, кстати, можно даже сейчас вот показать. Там не важно, проиграем и победим, это абсолютно не важно. Конечно, я бы играл по-другому, если бы играл на победу. Вот, видите, все, вот он превратил. Вот он превратил. Мы тут проиграем, это очевидно. Но суть абсолютно не в том. Суть абсолютно не в том. Кстати, вот даже сейчас можно вот друида, например, поставить. Мы у него атаку сперли. И вот под этого подставили его. Под тотем.
Ну, как-то вот так вот, ребятушки, это выглядит. Вот такой вот ролик получился у меня. Я с ночи, еще не спавший. Думаю, надо уже события закончить, заснять. Ну и показать немножечко. Вот такие пирожки. Это будет 14, соответственно, марта событие. Следующее у нас событие, что там, одного героя вроде, если не ошибаюсь. Или анимус у нас следующий. Я уже запутался в этих анимусах одного героя и глобальных. Ну, главное, собственно говоря, прошел. Медальку получил, немножко рунок поднял. Не так, чтобы много. На самом деле это мало. То есть прохождение полное и 135 тысяч рун. Ну, такое себе, если честно. Такое себе. Можно было бы и поболее. И давал-то минималку. То есть все сплошь минималки. Ну, могу даже показать, в принципе, кого он мне там накидал. Это получается, что у нас... Так, Грэмори, во-первых. Где у нас Грэмори? Вот Грэмори. То есть 3600. Не, хватает ее пробудить на 21-м. Уже, в принципе, неплохо. Так, потом у нас что там, Ми, да? Где наша мимишка? Раньше бы радовался вообще, там 4000, ну, здорово. То есть, в принципе, опять же, надо ее будить на 21-м. 150% она будет наносить. Ну, это, конечно, смех и грех. Так, и кто у нас там еще был? Боссы. И Мэри. Мэри тоже выпадали сплошные минималки, соответственно. Где ты, Мэри? Вот ты, Мэри. Вот, все, что нападало Мэри, это вообще капец. То есть, у меня там было, по-моему, что-то, сколько-то карточек, и вот нападало. 916. Капец вообще, блин, просто трэш. То есть, я ее даже до 16-го не смогу догнать. Ну, это, конечно, вообще дичь полная, блин. Очень мало событий стало падать, ну, лично мне. То есть, максималок я там и в помине не видел. То есть, сплошная мелочевка падает. Вот. Ну, вы сами все видели прекрасно. Минималки. Все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всех обнял. Ну и так и до свидания, дорогие.